Дорогие друзья, сегодня мы организовываем посещение знаменитого аукциона японского, называется USS Yokohama. Данный аукцион начинается здесь к 8 часам и продолжается где-то до вечера, до 6. Очень интересное зрелище, и мы вам покажем, как здесь все это происходит. Воочию вы это сами увидите, насколько это интересно. Я вам скажу честно, японский рынок, он очень интересен своей необычностью и качеством подхода продавцов, дилеров на этом рынке. Вот с помощью этого талончика мы получили разрешение прохода на аукцион USS Yokohama. После того, как нас встретил сотрудник японской компании, который, между прочим, родом из Америки, мы присели в кафе на территории аукциона для того, чтобы спланировать осмотр машин, которые ему сегодня заказали. На аукционе также представлены аварийные автомобили, которые вы видите стоящие посередине. Прежде как подойти к машинам, необходимо забрать ключи тех автомобилей, которые нам сегодня осмотреть надо и желательно купить. Как вы можете представить, найти нужную машину среди более 10 тысяч автомобилей непростое дело. Для этого установлен план расположения машин на каждом этаже. Без помощи нашего партнера мы бы в этом никогда бы не разобрались. Как вы видите, все машины обозначены номерками под зеркалом. Ищем нашу первую машину. Кажется, мы ее видим. Наш дилер работает на австралийский рынок, который очень жесткий по своим требованиям к возимым автомобилям. После сверки аукционного листа он начинает делать фотографии для покупателя в Австралии. Особое внимание прилагается к днищу машины на отсутствие ржавчины. Посмотрим, какое решение примет покупатель после получения фотографий. Идем осматривать следующий автомобиль. В Австралии очень популярны семейные автомобили в виде минивенов. Один из таких мы сейчас идем осматривать. Оказывается, импорт автомобилей на зимней резине в Австралию запрещен, и эту резину надо менять. Ну вот мы находимся как раз на аукционе и видим очень популярную модель 107 кузова кабриолет выпуска 89 года. Мотор 5-литровый. Состояние машины очень хорошее. Обычная проблема у этих машин — это трещины на передней торпеде. Как вы видите, эти трещины присутствуют, но не настолько плохи, как обычно это бывает. Салон этого автомобиля находится в очень хорошем состоянии, я имею в виду сиденья, потому что на них имеются только трещины, но нету никаких протертостей. И это говорит о том, что машина, видимо, имеет оригинальный пробег 76 тысяч километров. Маленькие сколы имеются по периметру крыльев и этого салона, но это мелочи по сравнению с тем, что обычно бывает. Все у нее работает, мотор заводится идеально, аккумулятор нормальный, потолок у съемной крыши тоже великолепно, в идеальном состоянии. Конечно, эта машина была бы очень интересна, но у нас нет времени ее купить, к сожалению. Посмотрим следующий Мерседес.
Вот мы имеем перед лицом аукционный лист данного автомобиля. Эти звездочки означают положительные стороны этого автомобиля. Пробег у него 84 700. Европейская модель, 5-литровый мотор. И имеются те повреждения, отмеченные на данной карте, те повреждения, которые мы сейчас в данный момент увидим. Это, значит, потертости краски на крыле и так далее. Салон автомобиля в очень хорошем состоянии. Мы попробуем его завести, посмотрим, насколько он хорошо и быстро заводится. Мотор завелся достаточно легко, работает стабильно. Сейчас мы можем проверить, насколько хорошо работает люк у этого автомобиля, поскольку у них бывает очень часто это проблема. Люк работает отлично. Это модель Long, удлиненный задняя часть на 14 сантиметров. Ну и как всегда у этих японцев установлены всякие антенны, телефоны, посмотрим, в каком состоянии находится. Ну да, как мы видим, установлено не оригинальное радио, CD-changer. Посмотрим, насколько у нее в хорошем состоянии. Да, машина не битая, видно. Все в оригинале. Ржавчины, ни грамма нету ржавчины на этом автомобиле. Как всегда, это радует. Лакокрасочное покрытие, да, 560 SL. Стоит символика, но на самом деле он 500. Как видно, это по листу. 500 SL. Но они любят увеличивать объем двигателя. Лакокрасочное покрытие данной машины. Все в оригинале, ее полировали при продаже, это видно. Вот, но тут имеются повреждения, потертости краски. Скорее всего, крыло было бито, его реставрировали. И это отмечено, как мы видим, на листе повреждения и потертости. Все остальное, я бы сказал, в идеальном состоянии. Мотор работает отлично, все остальное также. На аукционе также присутствует элитный класс автомобилей. В данный момент мы находимся около Мерседеса 1967 года рождения. Это модель 109, очень популярная была. Состояние автомобиля, я считаю, очень хорошее по сравнению с тем, что обычно бывает. Как вы видите, хром в очень хорошем состоянии. Но, к сожалению, большому мы не смогли найти ключи и открыть этот автомобиль, попробовать его на как работает мотор и все остальное. Поэтому мы делаем обзор только снаружи. Как мы видим, почему я утверждаю, что эта машина в оригинальной краске, в оригинальном покрытии, по той причине, что только вот в одном месте имеется ржавчина. Во всех остальных местах данный автомобиль в оригинале. Крышка багажника открыта, даже без ключа она открывается. Ну вот, предоставлено такое состояние. Активных ржавчин не видно по периметру. Крышка багажника, как видно по этой части, совершенно без ржавчин. Машина хорошая. Я думаю, что
Стоимость этой машины будет составлять после аукциона где-то 1016-18 долларов. Посмотрим, мой прогноз оправдается или нет после аукциона. Мы его дождемся. После осмотра надо успеть в аукционный зал, чтобы купить наши выбранные лоты. В этом зале находится более 1000 компьютеров, как вы видите, на которых можно осуществить сделку по покупке. На компьютерах за столом высвечивается аукционный лист и фото тех автомобилей, которые в данный момент разыгрываются. Их фотографии также появляются на мониторах в зале вместе с аукционным номером и текущей ценой. Имеются две кнопки: оранжевая для аукциона на оранжевом мониторе и синяя для аукциона на синем мониторе. При нажатии на кнопку покупатель поднимает свою ставку. Если его не перебивают, то он становится обладателем данного лота. Тоже, что меня удивило, то, что когда вы туда заходите, вы покупаете билет. Стоит он 1000 йен, это всего лишь где-то около 7,5 евро или 8 долларов. Но за эти деньги вы имеете еще прекрасный обед, включительно в эту стоимость. Идем обедать. Вот это все вы можете выбрать при посещении этого аукциона USS Йокогама. Данный обед, он входит в стоимость посещения. Особо утомленным покупателям предлагается комната для релакс-массажа, естественно, за дополнительную плату. Вот, господа, нас шаттл-бас довез до станции метро. Ехали мы недолго, минут 10. Я надеюсь, что сегодняшний репортаж, который я вам предоставил, вам понравится, и вы из него что-нибудь для себя узнаете. Может быть, кто-то из вас имел какие-то сомнения по поводу японских аукционов, но я вам могу сказать, они проходят достойно, гораздо правильнее и интереснее, чем американские, и более честные. Приятного вам из Токио. Счастливо!